coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, товарищи! С вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру For the People. Ну и вот он этот момент. Ну, я именно из-за того, что пока что никаких голосов не было, а проходить все-таки эту игру надо, потому что у меня куча еще игр в загашнике лежит, и они просто простаивают, и я не могу начать играть в них, потому что у нас еще целых несколько новелл, которые я так и не допрошел до сих пор. Из-за этого мы начнем играть. Я выберу согласиться самый нейтральный путь. Мы никому не примыкаем, мы типа будем играть в друзей со всеми. О, я тебя поддерживаю, и другому также будем говорить. А когда придет время, мы их обоих либо прибьем, либо одного из них, кто будет злым. По моему мнению, самая нормальная тактика. Потому что все они мутные, абсолютно все. Один, полностью город оккупировал, у него в каждом важном отделе есть родственник, который все контролирует. А у другого профсоюз, о котором ни хрена не известно. Да, Рид действительно сильно мешает процветанию города. У нас с вами общая цель. Однако я рассчитываю на полную поддержку со стороны ваших людей. Вы глава городского комитета, товарищ Ривер. Все в этом городе принадлежит вам. Я рад, что мы понимаем друг друга. Благодарю вас за сотрудничество, товарищ Ривер. Не смею больше отнимать ваше время. До свидания. Всего доброго, товарищ Честер. Ну что ж. Звонок? Это кому? Хелен, будь добра, зайди ко мне. Скоро буду. Фрэнсис, вы звали? Да, Хелен, я хотел бы посоветоваться с тобой. Да? Скажи, что ты думаешь про систему медицинского страхования на заводе? Только честно. Насколько я знаю, она не очень справедлива в отношении простых рабочих, в отличие от администрации, которая имеет с этого свою выгоду. Так говорят, по крайней мере. Я хочу докопаться до правды, но пока не уверен, как именно. А стоит ли? Вы наживете себе сильного врага, если не получится. Стоит или нет, я решу, когда буду видеть, есть ли у меня шанс прижать Честеров к стенке. У вас же должны быть друзья в других ведомствах, Фрэнсис. Может, они вам помогут? Да, это хорошая мысль. Спасибо, Хелен. Всегда рада помочь. Давай Рейну, но я не знаю, согласится ли он работать. Вдруг он тоже именно, можно так сказать, тоже связан с Честерами, у них какой-то там общий бизнес, кто знает. Алло, Рейн, это Фрэнк. Да, Фрэнк, привет. Мне нужна твоя помощь, очень деликатная просьба. Слушаю тебя. Ко мне совсем недавно приходил Джек Честер. Он почти открытым текстом сказал, что имеет долю в новой системе медицинского страхования, и предложил мне войти в нее. Надеюсь, ты согласился? Что? Я шучу. Фу, а я уже думал, что он уже предатель. Мне нужно, чтобы ты нашел доказательства коррупционного сговора между Честерами и Беккетами. Полагаю, что прежний глава горкома тоже был к этому причастен. Фрэнк, ты ведь понимаешь, что это не моя территория? Да, но ты единственный, кто может мне помочь. Хорошо, что-нибудь придумаю. Завтра отзвонюсь. Спасибо, Рейн. За тобой должок. Пива хватит, я думаю. Безусловно. Хех, славно. Ладно, до связи. До связи. Нормально. О, Байер, пожарный. Но я не знаю, что пожарный может тут сделать. Хотя он очень верный человек, как я почитал именно, он мне сразу понравился из-за своей преданности. Я думаю, он хоть как-то попытается помочь. Добрый вечер, товарищ подполковник Фрэнсис Ривер. Здравия желаю. Чем обязан? Мне нужна ваша помощь. Я подозреваю, что Честеры и Беккеты, а также предыдущий глава горкома Лейбовский,
состояли в преступном сговоре и теперь пытаюсь расследовать это дело. Это опасная игра, товарищ Ривер. Мне это по душе. Ваши подозрения прямо обоснованы. Вы мне поможете? Да, разумеется. Я люблю приносить людям пользу. Мне потребуется время, но думаю, зацепки найдутся. Если потребуется, я также буду свидетельствовать в вашу пользу. Благодарю за службу, товарищ Байер. Я лишь исполняю свой долг перед трудовым народом. Завтра днем я пришлю все доказательства, которые смогу собрать. Я попрошу своего секретаря, чтобы она передала мне их незамедлительно. До свидания, товарищ Байер. До свидания, товарищ Ривер. Нормальненько. Ну, у нас хотя бы 2 союзника есть, но я не знаю, получится все-таки прижать этих Честеров к стенке или нет. Но я очень буду на это надеяться. Но по правде я хочу расквитаться с этим чертовым товарищем Ридом из профсоюза. Он тоже мне ни хрена не нравится. Он еще та еще рыба. Крайне непонятная. И кажись, он реально чем-то занимается в своем профсоюзе очень неприятным. Ой, а это что такое? Я никогда такого не видел. Агент потерпел сокрушительный провал и временно вышел из строя. Он будет доступен через дней. Через сколько, я так и не понял. Агент прибегнул к методу, который назвал агрессивными переговорами, то есть стал грубо давить на своего собеседника. К сожалению, агент переоценил свои способности и не добился успехов. Если бы только он не пытался вести себя как милиционер на службе. Перед тем, как сбежать, Бавуар ополоснул вашего агента припрятанным в кармане ножом. Рана получилась совсем не глубокой и больше походила на небольшую царапину, но на ее заживление все равно уйдет время. Бавуар покончил с собой. По нашей информации, версия самоубийства не вызывает у следствия подозрения, не вызывает у следствия подозрения, и он действительно самостоятельно лишил себя жизни. Кажется, кто-то кто-то перегнул палку, товарищ Ривер. Забудьте об этом деле, но не надейтесь, что мы забудем о вас. Очень хреново. Теперь партия на нас чуть-чуть злится. Ваш агент принялся разыскивать недовольных семейством Честеров в надежде выведать у них нужную информацию. Вы ничего важного он так и не узнал. Люди просто отказывались сообщать ему важные сведения, ведь даже очевидная симпатия мужской части населения агенту не смогла перебороть страх представителей перед влиянием Честеров. Хоть самому себе признаюсь, это провал. Теперь придется разбираться с Честерами иначе. Но как? Ой, блин, одни провалы. Это можно назвать серия провалов просто. 2 провала одновременно и одно сокрушительное. Просто охренительно. Коррупционер на подведомственной вами территории произошло своего рода чрезвычайное происшествие. Товарищ Мартин Мюллер, заведующий дидактическим отделом ВРП, посещавший Железно-1 по личным причинам, получил серьезное пищевое отравление. Сейчас его здоровье вне опасности, что не освобождает вас от ответственности, связанной с предотвращением подобных инцидентов. Но следует учесть особые обстоятельства. Мюллер уверен, что отравился рыбой, купленной в магазине «Дары моря». Это частное предприятие, принадлежащее товарищу Джеку Лоэлу. Разумеется, он прошел все необходимые проверки и получил официальное разрешение открытия магазина. Таким образом, любые официальные санкции нанесут удар по репутации программы ООР. Допустить чего мы не можем. Лоэл должен закрыть «Дары моря» по собственному желанию. Желаем успехов!
Так, но честно, силы нам не поможет, потому что у нас все-таки, я боюсь, не получится. Давайте попробуем. Давайте проследим за ним. Вот этот чувачок, он, кажется, очень хороший следак. Он стрессоустойчивый и еще и крайне исполнительный. Я думаю, он справится с этой работой. Давайте попробуем. Он еще и довольно такой именно незаметный. Я думаю, получится проследить за этим коррупционером и все-таки быстренько избавиться от него. Буду надеяться, мы опять не проиграем. Точнее, я, потому что я получаю все оплеухи за мои поражения. Так, что у нас с газетой? Рожденный под оранжевым солнцем. Нет, это все было. Это все было. Было. Ну, давайте тогда не забудьте распределить ресурсы. Я знаю, я распределю их. Так, давайте теперь. Главе горкома города Железный 1. Товарищ градоначальник, рапортую. Код опасности желтый. Капиталистические прихвостни Кинтры и в самом деле засели глубоко в сердце нашего славного коммунно-социалистического города. Мне удалось выяснить, что лакей капитала планирует тайно пронести бомбу на завод имени великого революционера Клауса Вольфрама. А ведь наш завод не только кормит целый город, но и является невероятно важным стратегическим объектом для всего СНОК. По располагаемой мной информации, контрреволюционеры собираются проникнуть на территорию завода завтра, ровно в 2 часа ночи. Мы должны остановить их любой ценой. Товарищ Ривер, я вас верю. Ваш товарищ Альвин Мэдстейн. Я уже верил ему, это 100%. Кто принес письмо? Вот. Мы уже пробовали, и мы уже знаем, чем это заканчивается. Это 100% опять какая-то подлава. Бомба на поверку оказалась крупной партией деталей для новой заводской плавильни. Хорошо, что никто не пострадал из-за дурацкой жалобы товарища Мэдстейна. Но как его письма попадают к вам на стол? Но партия на нас не разозлилась, как ни странно. Партия не зла. Хотя раньше на такие вот жалобы поступали такие, партия очень не любила, когда мы им отказывали. Хотел бы начать свою жалобу с того, что я живу в Железном 1 вот уже почти 17 лет. С самого рождения, в отличие от вас, товарищ Ривер, и застал продовольственные талоны, и самый настоящий голод, когда к нам в город перестали завозить хлеб. Но никогда, вдумайтесь, никогда не было так плохо, как сейчас. Я прихожу в хлебобулочный отдел и вижу на полках заплесневелый хлеб. Прихожу в мясной, мясо гнилое, чуть ли не червивое. Наш многострадальный народ питается объедками со стола воротил, разворовывающий страну. Ведь защитник трудящихся, слуга народа. Так защищайте народ, товарищ Ривер, делайте, что должны. Ну давайте проверим все-таки. Все вправду настолько плохо? Нужно проверить. По вашей инициативе будет собрана комиссия, проверяющая качество поставленных населению продуктов. Ну вот и хорошо, тем самым мы избавимся полностью от плохих продуктов, и население нам это зачтет. Пламенный социалистический привет вам, товарищ Ривер. Желаю вам удачи в управлении нашим городом и выражаю стойкую уверенность в успехе реформ нового курса. У меня возникла небольшая, но навязчивая проблема. Как отставному военному мне положена прибавка к пенсии, и последние годы я
исправно ее получал. Теперь же в нашем пенсионном фонде мне говорят, что я не числюсь в списке отставных военных и получать прибавку права не имею. Подозреваю, это может быть связано с недавним снижением расходов на вооруженные силы. Уж, пожалуйста, разберитесь с этим. Я не для этого служил нашему содружеству, чтобы меня обманывали на старости лет. С уважением, товарищ Шейфан Энгель. Я соглашусь, потому что уже проблема с пенсией была и у старика одного, я не помню его имени, но он был. Я думаю, вы все помните, кто прошлой серии посмотрел. Как раз таки их еще гляньте, пожалуйста. Ой, что забыл. Ой. А то неприятно будет, если вы будете смотреть серию не с самого начала именно прохождения игры, иначе вы тогда ничего не поймете. Ну, давайте. Это дело должно быть передано милиции. Вы решили, что столкнулись с очень серьезным нарушением и позаботились о том, чтобы во всем разобралось УВБ. Возможно, это займет какое-то время, но рано или поздно ребята Честера должны во всем разобраться. Пока Честер нам еще лоялен, у нас есть шанс хоть как-то на что-то влиять. Но, честно говоря, я очень боюсь того, что у нас, как сказать... На нас может пойти сам этот глава милиции Честер именно. Пойти на нас и попытаться нас подавить. Потому что, когда мы пойдем против его отца, и они об этом узнают, нам будет так плохо, что я очень об этом беспокоюсь, честно говоря. Добрый день, товарищ Ривер. Осень, время, когда у человека ослаблен иммунитет. Сейчас мы готовимся к сезонному росту количества больных простудой и гриппом. Это, конечно, не является проблемой при наличии необходимых лечебных препаратов. Однако по какой-то причине их до сих пор не доставили. Хотя очередная партия медикаментов должна была прибыть в город еще несколько дней назад. Прошу, направьте запрос в областной центр по этому поводу. С уважением, Карл Беккет, главврач первой городской больницы Железного 1. Но, честно говоря, надо, давайте узнаем, что-то подозрительно, надо разобраться. Тут все равно это денег не требует, а лишний раз проверить, что там происходит, будет полезно. Вы отправили запрос в областной комитет. Тихо, пожалуйста, откройся. Вова. В областной комитет. Вскоре выяснилось, что целая партия лекарств пропала невесть куда. Расследование уже началось, и вы получили благодарность за бдительность, но больница так и не получила нужные препараты. Ну хотя бы мы сейчас разберемся, кто их украл. И то хорошо. Товарищ Ривер, в целях повышения готовности Железного 1 к чрезвычайным происшествиям я предлагаю провести масштабный, внеплановый, Я предлагаю провести масштабные внеплановые учения по эвакуации зданий всех городских служб. Я понимаю, что людям это не особо понравится, да и на деятельность учреждений повлияет не лучшим образом. Вместе с тем я считаю, что эту жертву стоит принести. Мы оба знаем, что никто не читает планы эвакуации, в какой-то момент это может обойтись гораздо дороже потраченных на учение денег. Надеюсь на понимание и сотрудничество. С уважением, подполковник Сильверст Байер, глава городского пожарного комитета. Я ему помогу, потому что, во-первых, я у него в долгу, он согласился мне помочь, и я ему так отплачу. А во-вторых, это реально полезно. Как я и говорил, безопасность наших граждан и всех наших именно служащих на разных должностях очень важна. Потому что если мы не будем готовы к каким-то происшествиям, у нас весь город просто встанет столбом. Он будет как столб стоять и ничего не сможет сделать. А это очень плохо и повлияет на нашу репутацию. Я не очень хочу, чтобы партия потом нас сильно винила за это. Да и денег у нас не всегда много. Мне нужно каким-то образом накопить поддержку партии, чтобы потом попросить у них денег, потому что у нас их не так много теперь. Из-за этого я лучше на всякий пожарный 1000 потрачу, но зато потом не буду расхлебывать это за то, что я не решился это сделать. Думаю, это действительно пойдет всем на пользу. Вы одобрили проведение учений. Городские учреждения не будут работать несколько часов, что вызовет некоторые неудобства в городе, но безопасность людей действительно того стоит. И вот это 100% как-то поможет нам избежать каких-то плохих событий, которые 100% произошли бы, если бы мы не провели учения. Так, Вольфрамский район.
Ух ты, ёшкин кот. Блин. Воистину печально, что век прогресса и социальной справедливости до сих пор не избавил нас от чумы религиозного мракобесия. Глупые по-босенке про боженьку все еще отравляют наше общество. Отдаляют неизбежное, но окончательное торжество коммунного социализма. И зачем? Да чтобы бормотать бессмыслицу, воображать себе сильнейшего на облаке старика с бутафорской бородой. Глупость и подлость. Глупость и подлость с их стороны. И чрезмерный гуманизм, излишняя мягкость с нашей. И чрезмерный гуманизм, излишняя мягкость с нашей. Но не подумайте, не мне судить планы товарища Стила. Он мудр, многого мы еще просто не понимаем. Да, вы сами верно знаете все это уже. Это не хуже меня. Ведь партия не поставит абы кого управлять целым городом. Опишу я по вопросу, который сильно меня беспокоит. Пережитки старорежимной веры, феномен хоть и противный, но неизбежный. Новые секты вот настоящая проблема. Все чаще бездельничающие молодчики занимаются абсурдной и опасной деятельностью, вместо приносящего радость созидательного труда на благо сног. Страшно признаться, но один такой элемент нашелся даже в нашей организации. Паршивец по имени Алекс Парт развесил по всей комнате издательские иконы. Издевательские иконы, на которых в безобразном виде были изображены известные актеры, общественные деятели. И даже вот наглость. Некоторые товарищи из партии, конечно, мы сию же секунду исключили перевертыша и сообщили, куда следует. Дорого ему обойдется эта шуточка. К сожалению, есть все основания предполагать, что у нас в городе прячется еще не один такой прат. Я даже опасаюсь, что это новомодная религия скоро станет популярной среди идеологически неустойчивой молодежи. Поэтому я и пишу вам с предложением организовать серьезную толковую работу с нашими молодыми людьми на совершенно новом уровне. Вы глава славного города Труженика Железный 1. Своим отеческим наставлением поможете остановить это поветрие, сможете помочь нам избежать низменных препятствий вроде недостаточного финансирования. Ангела Гауптан, активист ячейки Арсом, Вере Бой. Но пока что у нас деньги есть, я не против их потратить. Но честно, религия очень опасна. Это крайне опасно. Нам не хватает. У нас инсургенты, если кто не знал, инсургенты на английском это предатели. Это предатели, можно так сказать. Нам не хватает, нам этой организации именно предательской не хватает. И еще религиозные секты у нас должны еще в городе быть. Нам этого еще не хватало. Из-за этого я все-таки, пока у нас есть деньги, я думаю, можно попытаться подавить эти чертовы религиозные убеждения. Да и я так очень сильно пытаюсь бороться со всем этим, даже в кризисе в Кремле, который мы тоже проходим. Рекомендую тоже ознакомиться. Вот. Из-за этого давайте все-таки чересчур официозно, но что-то разумное в этом есть. Вы согласились с предложением Ангелы. Серьезная толковая работа оказалась
Серии довольно заунывных лекций, но школьники были рады возможности прогулять уроки, а разговоры про странную секту действительно стали сходить на нет. Вот и хорошо. Басарский район. Как вы знаете, рядом с нашим городом располагается воинская часть. Не хочу сказать ничего плохого про товарища Винтерштая, но его подчиненные не раз доставляют нам проблемы. Пока все ограничивалось самоволками и пьяными драками, но никто не знает, что еще может взбрести в голову вооруженным молодым людям. Поэтому я предлагаю заранее подстелить соломку и организовать дополнительное патрулирование города и его окрестностей силами отрядов добровольной помощи милиции. Дружинники будут ловить сбегающих военных еще до того, как те нахлестаются слишком сильно. Разумеется, мне нужно ваше разрешение и средства на организацию отрядов. С уважением, полковник Джон Честер, начальник УВБ по городу Железный 1. Я помогу ему, потому что все-таки полностью плевать на город нельзя, но я не хочу слишком сильно ему помогать, потому что эти полки, можно так сказать, точнее, какие полки, дружины, они будут подконтрольны Честеру. И они 100% пойдут против меня. Из-за этого лучше мы потратим деньги, но не слишком много. Честер, как обычно, преувеличивает. Поставим пару лишних постов на выездах в город, на въездах в город. И дело с концом. Вы решили сэкономить. Вскоре стало понятно, что даже пьяные призывники научились обходить новые посты ОВБ. Тем не менее, прогулка по лесополосе помогла остудить самые горячие головы, и жители города благодарны хотя бы за это. Ну, хотя бы так, мы зато их не бросили. Зато мы деньги сэкономили, а деньги нам пригодятся. О, письмо от нашего любимого детектива. Да? Это он? Верно, это он. Это серьезно он. Подожди. Так, давайте считать, что же нам прислал наш детектив. Они были у меня дома. Замок вскрыт, вещи перевернуты. Теперь звонят по ночам, молчат. И знаете что? Плевать. Раньше было страшно, больше нет. Раньше было страшно, больше нет. Хоть бы врезать мерзавцам еще раз, а там будь что будет. Так что, Фрэнк, давайте постараемся. Последнее, за что я взялся, наркотики. Двусмысленно, правда? Только обдолбанный идиот полезет разгребать это дерьмо добровольно и без прикрытия. Но раз уж я пустился во все чашки, то жаловаться нечего. Пару недель назад я заметил, что вокруг моего дома стало слишком много шприцов. Больно смотреть на детей, играющих посреди россыпи этой гадости. Всегда хотелось что-то сделать, но страх останавливал. Ну а теперь понятно. Но с чего начать? Я ведь понятия не имею, где молодежь достает себе дозу. С этого и начал. Пришлось придумать себе роль больного старика. Честно говоря, это было несложно. Его мучают странные боли, а злые врачи отказываются давать обезболивающее. Поэтому без дурмана не обойтись. Я сильно рисковал. Наркоши могли помочь бедному дедушке найти товар, а могли пробить череп и обобрать ради дозы. Не раз я сжимал рукоять припрятанного в кармане ножа. Смысла в этом было мало. Я не боец, да и наши тюрьмы многим лучше могилы. Тьфу, наши тюрьмы немногим лучше могилы. Но успокоиться помогло. В тот раз мне повезло, сынок
продавца мясного отдела, кудрявый, белобрысый детина с пустыми глазами свел меня с нужным человеком. Когда мы встретились, то меня чуть удара не хватил. Я его прекрасно помнил. Эрик Рейон, бывший сотрудник Железного Вестника. Скользкий тип, но неплохой журналист. И это помогло. И это пугало больше всего. Если бы он меня раскусил, то в лучшем случае все пришлось бы начинать сначала. К счастью, ему слишком сильно хотелось считать меня жалкой рухлядью, чтобы вдуматься в происходящее. Вдоволь поглумившись, он продал мне наркотики и пошел прочь. Теперь мне нужно было выяснить, на кого работает мой бывший сослуживец. Следить за ним я не смог. Следить за ним я не мог. Слишком хорошо мы друг друга знали. Пришлось думать снова, тормошить подшивки старых номеров Вестника. Через пару часов удалось найти кое-что интересное. Интервью Рейона с Эрвином Кляйнером, тогдашним профсоюзным деятелем, который несколько лет назад посадили за коррупцию. След хуже некуда. Ну, сел он куда-то и чего. Не всякий зэк становится наркобароном. Рейн мог связаться с криминалом как угодно, но только не только через работу. Можно было придумать еще 1000 выражений. 1000 возражений. Но неоспоримая правда заключалась в том, что других зацепок у меня попросту не было, поэтому я стал выяснять контакты сидельца и в конечном итоге напросился к нему навстречу. Так, сейчас, секундочку. Не знаю. Так, сейчас проверю кое-что. Ну, пока что все нормально, еще можно. Еще можно поиграть чуть-чуть. Давайте продолжим. Так, надо хотя бы этот день завершить, а что-то мало. Первого взгляда было достаточно. Прямое попадание. Наглая, мясистая физиономия с дергающимися глазами и щелками. Безвкусный костюм какой-то, пойло в дорогой фляжке. Мне говорили, что на воле Кляйнер устроился сторожем, только таких сторожей не бывает. А вот про бандитов средней руки такого не скажешь. Я вернулся к образу больного старика, добавив не побольше жадности и глупости. Дедушке понравилось зелье, а еще дедушка хочет заработать прибавочку к пенсии. Поначалу Кляйнер был осторожен, но потом расслабился и стал издеваться, чего мне и было надо. Конечно, он не собирался давать работу хромому маразматику, зато в его разглагольствованиях могли проскочить наводки на вышестоящее звено. И поэтому я изо всех сил продолжал строить из себя дурачка, время от времени задавая наводящие вопросы. Нет времени, чтобы пересказывать всю беседу, да и я уже всего и не вспомню, но главное я запомнил до конца жизни. Стоящий над Кляйнером бандит работает на государство, причем не рядовым рабочим. Он родился не здесь, у него нет своей семьи. Да не, вы ли это, Фрэнк? К счастью, нет. Ему за 40, он был замешан в каком-то неприятном деле, но сумел выйти сухим из воды. Больше я ничего не узнал, но и этого было вполне достаточно. Удивительно, как много можно выведать у тупицы, который считает себя очень умным. Увы, под конец даже Кляйнер начал о чем-то догадываться, только начал иначе не вышвырнул бы меня на улицу, а сразу прикончил бы, но вряд ли у меня осталось много времени. Я пришел на почту, где прямо сейчас звоню знакомым, листаю справочники и пишу это письмо. Меня бы давно выгнали, да девочки с почты все еще меня помнят. И почему я не догадался заранее узнать ваш телефонный номер? Итак, мой список подозреваемых.
Ой, блин, мне это очень не нравится. Мне кажется, сейчас просто будет крайне неприятная вещь. Глава коммунальной службы Басарского района, 43 года, холост. Говорят, характера нервного. Год назад закатил оплеуху своей молоденькой секретарши. Та расплакалась и побежала жаловаться, но дело замяли. Родился где-то на юге. Этого в справочнике, конечно, нет, но я как-то с ним встречался. Говор выдает с головой. За последний год дважды попадал под проверку политического отдела. Почему? Что-то подозревает? Тьфу, что-то подозревают? Так, Альберт Вустер. Этьен Леброн. Начальник трамвайного депо. Похоже, что ровесник Вустера. И сюрприз, его друг. Ясно, что родился не в Железном. В свободное время что-то рисует. Одно время был связан с кружком художника Тиля Рунге, но в какой-то момент резко со всеми рассорился. Странно видеть человека, его взглядов и увлечений в депо, да еще на роли бюрократа. Прикрытие. Жил со старшей сестрой, недавно она умерла, оставив Лейброну квартиру. Отто Кински отучился на социолога в каком-то хорошем университете, но по распределению попал в Железный 1, да так и застрял на 17 лет. Сейчас преподает в нашем техучилище. Студенты любят Кински, он ничего от них не требует и почти всем ставит автоматы. Но вроде бы не совсем халтурщик, раз в неделю ведет какой-то кружок, вроде актерский, а скандалов со студентами, которых можно было бы ожидать, я не слышал. Зато ходили слухи о каком-то нехорошем ДТП, в котором он кого-то покалечил. Преподаватель на машине, не часто такое увидишь. Откуда? Эндрю Теклибери. Военный майор, годы можно представить. Переведен из столичного гарнизона, почему не ясно. Отвечает за склады 11-й мотострелковой дивизии. Поговаривают, что однажды получил по морде от самого Винтерштая за то, что гонял армейский автотранспорт по личным нуждам. Плохой признак. Помните дело Престона? Живет в гарнизоне, разведен, детей забрала жена, досуг проводит на даче, строил ее якобы сам. Вот и все. Я мог ошибиться или кого-то упустить, но тут уже ничего не поделаешь. Сейчас я отправляю письмо и побреду домой. Хотелось бы зайти к вам, да ноги уже еле держат, надо бы отдохнуть как следует. Даст Бог, свидимся. Письмо не подписано, но вы уверены, что его автор Пауль Траубе. Ой, блин, как же это плохо. Я уже понимаю, какая концовка ждет. Пауль Траубе, пожалуйста, просто живи, товарищ, живи, пожалуйста, не умирай, я тебя умоляю. Ты единственный нормальный, блин, чувак во всем этом городе. Ты, можно сказать, этот человек, Пауль Траубе, мне нравится так же, как этот пожарник, подполковник Байер. Это два человека, которые верны своему долгу и работают на благо народа, а не за деньги. И не являются какими-то подозрительными личностями. Конечно, Рейн мне тоже нравится, потому что, тоже какое-то теперь у меня хорошее отношение к нему, потому что он нам помог все-таки. Да и больше у меня никому подозрений-то и нету. Из-за этого, тут по правде кое-что я хочу подметить. Как мы знаем, тут говорится про учеников.
Рядом с учениками куча доз. Он сказал именно, что им кто-то продает, каким-то ученикам продают дозы. А кто их может продавать так хорошо и быть очень таким подходящим к ученикам? Это социолог, автомобилист. Потому что, ну, он работает в школе. Он самый такой подходящий. Альберт Вустер, нервный чиновник, не подходит, потому что, ну, он никак не связан с криминалом, можно так сказать. Хотя... Ну, хоть у него и есть какие-то именно признаки преступника, но мне кажется, что ему и так хорошо, и он без этого чертового криминала может жить. Мне что-то он не очень подходит. Этьен Лебран, ну... Трамвайного отдела, ну, блин, тут вообще... трамвайного депо мне вообще не подходит, потому что он работник, блин, просто мне кажется, он работник трамвайного депо. Откуда он, как он мог иметь отношение к ученикам? Чувак с трамвайного депо ходит рядом со школами и продает детям наркотики? И сразу скажу это, чтобы YouTube меня, не дай бог, не наказал. Я осуждаю наркотики, и все те, кто их делают, все те, кто их употребляют, не делайте так. Это все гадость. Ну тут Эндрю так и Либери. Ну блин, тут тоже как-то слабовато. Максимум его можно обвинить в том, что он разграбляет именно склады, использует свою технику в своих нуждах. Но что-то связи с наркотиками я в нем не вижу. Честно, больше всего мне подходит социолог-автомобилист. Он как раз таки какой-то все-таки есть у него темное пятнышко, конечно, не очень понятное, но есть. И вдобавок он связан со школьниками. Из-за этого давайте так. Мне кажется, все-таки больше всего подходит именно Отто Кински. Вы посчитали, что Кински наиболее подходящая кандидатура на роль управленца в криминальной сети? Похоже, что интуиция вас не подвела. Вскоре после начала расследования Кински перестал появляться на работе и бесследно исчез. По результатам обыска в его квартире были обнаружены следы наркотических веществ и замытые пятна крови. Проводится работа со студентами Кински. Похоже, что некоторые из них были вовлечены в торговлю наркотиками на низовом уровне. Расследование продолжается. Больше письма от Пауля не приходили. Вы решили разузнать о его судьбе через УВБ. Через пару дней вам доставили служебную записку следующего содержания. По вашему запросу сообщаем, что коммунар Пауль Рихард Траубе, 1923 года рождения, скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Водитель скрылся с места преступления, а в настоящий момент проводится проверка. Капитан Клеймс Кэмпбелл. Блин, так я и знал. Ну, это было очевидно. Пауль Траубе слишком много... Очень сильно досаждал именно этим чертовым наркодилерам и другой преступности, помогая нам с расследованиями. Из-за этого его убрали. Ну, блин. Просто я сейчас... Вы не видите, но я сейчас честь отдаю ему. Реально, человек хороший. Погиб он, зато он погиб бесстрашно. Он сам знал, что у него очень мало... Он уже чувствовал, что за ним скоро придут именно те, кому он принес вред именно, и отомстят ему за это. Он к этому был готов и встретил свою смерть именно достойно. Жаль, только нельзя как-то ему награду поставить или памятник воздвинуть. Я был бы не против, потратить все 80 тысяч только на его памятник. Ну или 70 максимум, чтобы хотя бы десяточка оставалась у себя в карманчике. Ладно, давайте с ресурсами работать. Во-первых, убираем интенсивную работу, чтобы не тратить поддержку людей, пока у нас еще шансы есть. Смотрим. Но пока что день, я думаю, нам железа хватит. Партия от нас ничего не требует, из-за этого все будет нормально. Давайте прибавим вот так, побольше пшеницы получим, чтобы потом ее потратили. Так, давайте, это что? А, это топливо. Ну давай посмотрим потом. Может, я попрошу топлива побольше. Так, лекарства. Ну, лекарства это 100%. Давайте одно лекарство потратим.
Не зря я его копил. Теперь давай, вот вода. В 0 уходим по воде. По воде мы в 0. Так, сколько тут будет? 55 будет, если так. Ну, давайте так и оставим. 55. 55 мне как раз было 48, стало 55. Нормальненько. На пару... Немножко железа мы прикопим. Нам нужно потихоньку копить ресурсы, чтобы, если что, партию отправить железо другим городам, чтобы партия на нас не злилась. В следующий день. Нормально, плюс 5 поддержки партии получили. Хоть чуть-чуть мы стабилизировались. Так, сколько там требует 30? Если я 70% все-таки накоплю, то сколько будет? 40 как раз будет. Но я бы хотел бы 80, чтобы было под 50 хотя бы. Ну ладно, будем думать. Неплохо. Еще один день. 22 сентября, четверг. Сколько у нас? Сколько времени? Я проверю. Блин, чё так быстро время-то летит, не могу понять. Что-то слишком все быстро. Здравствуй, Фрэнк. Есть разговор. Что случилось, Рэй? Ты вроде хотел позвонить, если что-то найдешь. Пока ничего. Я пришел по-дружески предостеречь. Вчера вечером виделся с Джеком Ридом. У нас был очень странный разговор. Говорил он двусмысленный и до сих пор до конца не уверен, к чему он клонил. Тьфу, и я до сих пор не до конца уверен, к чему он клонил. Ближе к делу, Рэй. Короче, Фрэнк, похоже, они с прошлым главой политотдела занимались темными делишками. Теперь он и мне предлагает сотрудничество. Знаю, что тебе предстоит с ним работать, так что будь осторожен. Это очень интересная информация, Рэй. Спасибо тебе, дружище. Да, насчет Честера. Все, что нарыл Орвинтон, правда, я проверил. Уродов можно брать. А к нам вопросов не возникнет? Все-таки незаконная слежка? Не возникнет, я об этом позаботился. Что бы я без тебя делал? Передашь всем все это прокуратуре. Без проблем, пока, Фрэнк. Удачи, Рэй. Блин, ну... Ой, нормально, мы прижали к Честеру к стенке. Твари Честера наконец-то заплатят за то, что они сделали с нашим городом. И скоро мы на этого Рида, мы потом сейчас разберемся с этим тварью Ридом, главой профсоюза. Товарищ Ривер, вам звонит товарищ Байер, глава пожарного комитета. Будь добра, соедини меня с ним. Одну минутку. Здравия желаю, товарищ Ривер. Здравствуйте, товарищ Байер. Хотел поделиться с вами новостями об успехе. Товарищ Ривер, документы против Честера и его подельников собраны. Я уже отослал их к вам в горком. Можете кратко пересказать их суть? Да, конечно. Видите ли, у меня хорошие отношения с бывшим заместителем Джона Честера. Он сейчас работает в другом городе. Но это не так важно. Благодаря его помощи я связался с людьми в ОВБ, которые недовольны своим начальством. Они дали показания против Честера, а также предоставили некоторые документы, подтверждающие противоправность его деятельности, незаконные аресты, запугивание, вымогательство, и все это против активистов профсоюза, борющихся за права трудящихся. Неплохо, но вы уверены, что этого хватит для того, чтобы раскрутить дело? Товарищ Ривер, для нас самое главное — это предоставить достаточно весомую информацию, а прокуратура уже сама будет подтверждать или опровергать ее. Уж поверьте, когда они возьмут Честера за зад, посыпется вся его шайка. Возможно, вы правы. Благодарю за службу, товарищ Байер. Служу трудовому народу. До свидания, товарищ Ривер. Молодец, просто премию тебе. Прям премию тебе, блин. Пирог, блин, тебе испеку нафиг. За такой хороший труд. Товарищ Ривер, в горком пришли документы, которые прислали на ваше имя из пожарного комитета. Хорошо, Хелен, спасибо. Срочно отправь их в областную прокуратуру. Хорошо, товарищ Ривер. Отлично. Честеры прижаты. Это прям хорошая именно победа. Фрэнсис, я могу вас отвлечь? Конечно, Хелен. Что-то случилось? И да, и нет.
Ты ведешь себя странно, Хелен. Может, сядешь для начала? Дело в том, Фрэнсис, простите меня, я мельком услышала ваш разговор с майором Коппером, и кажется, я могу вам помочь с Ридом. Давно ты подслушиваешь мои разговоры? Дверь у вас не самая глухая, и если люди говорят громко, то я невольно многое слышу. Хорошо, Хелен, чем ты можешь помочь мне с товарищем Ридом? У меня есть, так сказать, источник, весьма близкий к нему. Я не хочу его называть, но у меня с ним доверительные отношения. В общем, я уверен, что Рид занимается чем-то грязным, и если вам нужно, я могу узнать точнее. Почему тут отказаться или согласиться? Разумеется, согласиться. Нам любая помощь сейчас нужна, потому что про Рида я ни хрена не знаю, у нас нет данных по нему. Честно говоря, согласиться. Что ж, Хелен, звучит интересно. А когда ты сможешь узнать точнее? Я могу назначить встречу на завтра. У источника есть причины не желать товарищу Риду добра, и они были достаточно близки в свое время. Я почти уверена, что смогу узнать все, что нужно. Давай так и поступим. В таком случае я могу идти? Один вопрос, Хелен. Зачем ты мне помогаешь? В каком смысле зачем? Если товарищ Рид занимается чем-то грязным, то это как минимум очень рискованно. К тому же ты совершенно не обязан этого делать. Я, можно сказать, обескуражен таким участием в моих проблемах. Не знаю, Фрэнсис, наверное, я просто хочу вам помогать. Прозвучит смешно, но кажется, я вам доверяю, и вы стали мне близким человеком. Помните, я рассказывала вам про отца? Так вот, кроме него у меня близких людей особенно не было. Не уверена, что знаю, как это объяснить. Хелен, ты меня смущаешь. Надеюсь, что не обидел тебя своими подозрениями. Ничего страшного, я все понимаю. Кстати, Фрэнсис, не хотите проводить меня сегодня до дома? Я приготовила пастуший пирог. Возможно, это лучшее, что я могу готовить, если не сказать, что единственное. Заманчивое предложение. Но разве темнеет еще не слишком поздно? Может, разве не темнеет и поздно уже? Поздно, Фрэнсис, но не пропадать же пирогу. Очень разумный довод. Кстати, рабочий день заканчивается, так что можешь пока собираться, а я разберусь с бумагами на столе. Оденусь. Разберусь с бумагами на столе, да оденусь. Жди меня, скажем, через 15 минут. И не минуты позже, Фрэнсис. Уже вот условия ставит. Но, мне нравится. Все прямо идет хорошо. Мы и Честеров прижали, и у нас уже будет первое свидание, если можно так сказать, с Хелен. Неплохие результаты. Ну что ж, давайте попрошу вас, пожалуйста, товарищи, нажмите на кнопочку подписаться и на колокольчик. Вы так и каналу поможете, и о видео первыми узнаете. Лайк поставьте, если вам понравилось. Вы этим действием также поможете каналу. Комментарии напишите с мнением, предложением игры. Может, у вас какие-то догадки есть, что будет дальше? Точнее, если вы, конечно, игру не проходили, потому что я не хочу спойлеров в комментариях. Заходите в описание, там есть Discord-сервер мой, вступайте в него, я буду рад видеть новых людей в нашей небольшой семье. И с вами я, товарищи, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.